Всем привет! Сегодня мы сделаем кованые ножницы, которые режут все. Давайте же начнем. Для начала мы возьмем кусок рессора троллейбуса и приварим к ним ручку. Хорошенько нагреваем заготовку и вытягиваем из нее полосу. В нашем случае полоса получилась размером 20 на 4 мм. На наковальне делаем одностороннюю перебивку, так чтобы отделить режущую часть ножниц от ручки. На молоте мы оттягиваем ту часть, которую мы оставляли под ручку. Можно оттянуть как и в круг, так и в квадрат. Все эти операции нужно проделать с двумя заготовками, которые будут половинками будущих ножниц. После всего проделанного должно получиться две таких половинки. Нагреваем заготовки в горне и начинаем формировать форму полотна ножниц. Предварительно разметив каждую заготовку, прошиваем отверстие под заклепку. Отбиваем на острие внутреннюю часть полотна и выравниваем заготовки. Нарисуем эскиз формы загиба ручек. Выравниваем ручки, обрезав их по одной длине.
После этого откуем окончание ручек на острый конус. Это нужно для того, чтобы сделать красивое окончание в виде завитка валюты. Делаем окончание ручек в виде завитка валюты. Для этого используем вилку. Самый кончик подворачивается круглогубцами. С помощью машинки зачистным кругом делаем черновую заточку режущего полотна ножниц, а также выравниваем заготовки относительно друг друга. Делаем небольшой поворот режущих плоскостей относительно ручек. И перед тем, как заклепать, собираем ножницы на винт, для того, чтобы посмотреть их работоспособность. Убедившись в том, что ножницы можно заклепывать, мы нагреваем заготовки и выполняем закалку в масло. Делаем финишную обработку и заточку машинкой. Сначала используем зачистной круг, а потом лепестковый. Делаем сборку двух половинок ножниц, предварительно положив бумагу между заготовками.
Делается это для того, чтобы после заклепывания движение ножниц было возможным. Эти ножницы без труда режут толстый картон, латунь и грубую кожу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк.